Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 августа. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. У нас сегодня две колоды, и первая – это 78 дверей. Открыты двери или закрыты? Каков ключ? А может быть, и ключа нам не нужно. Мы сами куда-то не пойдем. А вторая колода – это Таро, и мы дополним ту тему или те вопросы, которые нам раскроют. Первая колода – 78 дверей. Но вопросов как таковых мы не задаем. Это как потоковая информация. На чем высшие силы, назовите это как угодно, пространство, вселенная или то, что мы говорим, может быть, по судьбе. Вот с чем вы можете столкнуться? Возможно, это просто настроение или как знаки судьбы. О чем-то вы будете думать или наоборот, тут что-то переигрывать, передумывать, с чем-то определяться. Ну, кто знает, может быть, вы с чем-то можете и столкнуться. Так вот, что там по дверям-то этим? Открыты или закрыты? Три карты и три знака судьбы. Первый знак. Второй, с чем это связано? О чем нас хотят предупредить или уведомить заранее карты? А может быть, это как альтернативный вариант, почему нет? Что прояснится? Какой вопрос у вас прояснится? Какая тема? В чем ваша сила? Что вам будет наиболее удаваться? Или каким образом, может быть, решать те или иные вопросы, задачи? Кто или что появится неожиданно? Это может быть и как какое-то дело, тема, которой вы прежде уделяли внимание, но, может быть, и оставили это дело на потом, или когда вы уже это завершили, и здесь приходится переключаться и уделять таки, найти время, да, решить ту или иную задачу. Но это может быть связано и с человеком. О себе могут напоминать бывшие, совсем не обязательно из разряда тех, кого мы будем рады видеть. Могут и люди, которых мы тоже знали, о себе напомнить спонтанно. Такое тоже допускаю. И по основным сферам жизни это ваши достижения, дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, планы, энергия финансов на эти 10 дней, любовь и личная жизнь. Итак, что ж там за знак судьбы? Ух ты, тут прям все по закону. Может быть, это вы хотите по закону уже что-то определиться, или, может быть, для кого-то из вас необходимо разузнать, как работает закон в отношении вас. Но тут, скорее всего, по этой карте нам приходится и действовать где-то в рамках закона, и самое главное, договариваться. Двери закрыты, и трое спорят на ступенях. И дверь, которая нам изображена, такая тяжелая, там вообще нет ни ключа, ни замка, ни ручки даже. И от того, как мы сумеем договориться, будет какое-то и продолжение зависеть. Вы знаете, тут надо, конечно, аркан правосудия – это всегда причина и следствие. Значит, была какая-то прежде ситуация, может быть, она достигает пика какого-то, и вам нужно наверняка четко понимать, вот в отношении, к примеру, закона или каких-то приказов, положений, как какая-то система, ведь аркан правосудия – это система, система иерархии, когда приходится, может быть, договариваться с теми людьми, ну, если это по работе, руководитель, например, или понимать, как и где-то закон, положения самые разные в отношении вас работают, права, обязанности, может быть, свои знать. Но в конечном итоге через дипломатию вы можете решить любые вопросы. И помните, что если уж правосудие, вы должны быть защищены законом. Поэтому, понятно, мы против руководителей не идем или представителей власти не гладим против шерсти. То есть нет смысла спор какой-то устраивать. Это все равно себе сделать что-то, ну, со знаком минус. Потому что все равно остается на кругах своих, да, никого мы тут не переубеждаем. А вот если мы используем дипломатию, будем чего-то добиваться и действовать по закону, то для вас может быть какая-то очень даже хорошее продолжение. Хотя у кого-то может быть дела личной жизни, когда вы задумаетесь оформлять ваши отношения. У кого-то может быть и обратная ситуация, когда были отношения долгое время, но вы расстались, и фактически вы вместе уже
не контактируете или не проживаете, а де юре отношения еще продолжаются. Кто-то может задуматься о том, чтобы, ну, тоже навести порядок. То есть перекладывайте на себя. Есть все-таки закон, порядок, система, которую нужно учитывать. Старший аркан. А ведь правда, кто-то может по личной жизни, вот все то, что я сказала, для себя решать именно в эти 10 дней. Вообще 10 дней 1 августа нас призывают не торопиться. Как и информация, она может приходить совершенно разная, такая разношерстная, где-то может быть и недостоверная. Ретроградный Меркурий может давать как сбои, задержки или какую-то путаницу в делах, вопросах. Вот тут надо все зерна от плевел вам отделить. Может быть, это и касается отношений, хотя двойка кубков, хоть это и карта в любви, влюбленных, да, но это еще и искренних партнерских отношений. Может быть, это партнерские отношения по работе, по бизнесу. Есть взаимный интерес. Но эта карта очень добрая. Врата открыты, ничто не мешает. И обратите внимание, тут все-таки энергообмен. Люди, дети нам показаны, и только в детстве мы свободны от меркантильности. Мы более открыты вот этому чувству. И оба обмениваются подарками. То есть взаимообмен какой-то есть. Я вижу, что личная жизнь явно не на последнем месте, мои дорогие рыбы и рыбки. Какой же еще знак судьбы? Король мечей, но есть вот его величество закон. Есть какие-то постулаты. Может быть, есть и руководство. По королю мечей проходят люди в форме. И форма у нас бывает разная, включая врачей, например. И у кого-то необходимость не потому, что вы болеете, совсем не об этом говорит карта, а настало время уделить внимание собственному здоровью. Не додумывать, если что-то беспокоит, а обратиться к врачу. Только врач может объективно оценить ваше самочувствие, в конечном итоге, в каком состоянии работает сейчас ваш организм. Пройти анализы, дополнительные какие-то методы обследования вам доктор может назначить. Поэтому не надо тут самому додумывать, ведь это карта рациональности. Тут, если и мысли, то и интеллект, а не какие-то, ну, предсказания, будем говорить прямо. У кого-то эта карта будет говорить, что чиновники, вам нужно пройти какие-то инстанции, может быть, подготовить документы, провести важные согласования, может быть, это и по работе тоже. То есть есть то, что вас радует, то, что лежит в сфере чувств, а есть то, что нужно сделать, ну, вот где-то холодно, отстраненно, четко, в согласии с законом. Баланс какой-то вам нужно навести в своей жизни. И тут могут быть сразу все сферы жизни, как и личная, планы на будущее и вопросы работы тоже. Что же прояснится? Куда вы идете? Вот это тот вопрос, который вы можете задавать. Что я буду продолжать? Мне вот с этого момента, с этого пункта направо или налево? Что я вообще хочу осуществить или чего добиться? Паж жезлов– это что прояснится? Информацию вы какую-то можете получить. Может быть, это новость, вы ее уже слышали прежде, а здесь вы узнаете, действительно ли это по факту какому-то соответствует реальности или нет. Это может звучать и какое-то предложение также. Но не торопитесь, не торопитесь кому-то что-то обещать. Все-таки паж. Пажи– это хорошие ученики, поэтому даже если вам что-то предлагают или вы сами для себя загорелись какой-то идеей, переложите в реальную плоскость эту идею, просчитайте что-то, научитесь, может быть, чему-то. Хотя для кого-то из вас желание пойти на курсы, что-то изучать, потому что какая-то важная тема, но вы как загорелись ею, хочется именно в этом направлении двигаться. Но то, что интерес какой-то будет, это факт. По пажу жезлов это всегда внутренний огонь. Мы хотим этого достичь. Или мы хотим куда-то отправиться, переехать. Нам на распутье буквально в этой колоде показан молодой человек. Может быть, кстати, это и отношения, которые сложились недавно. И вам хочется продолжать эту историю. Ну куда, направо-налево, к чему идут эти отношения? Вы можете искать какую-то информацию или продумывать дальнейшие ваши действия, к примеру, чтобы жить вместе. Вот я где-то это затрагивала. Но тогда по жезлов, жезлы все-таки это больше дела, работа, бизнес, деньги где-то, или это то, что существует в реальности.
Поэтому вы какие-то свои идеи, планы можете уже составлять в тезис план, разбивая по пунктам, чего мне нужно достичь или какие ступени мне нужно пройти перед тем или для того, чтобы мое желание осуществилось. И тут шаг за шагом у вас какая-то история будет проясняться. В чем ваша сила? Когда вы ищете правду, и вы ее находите. Ваша сила где-то и в спонтанности тоже. Когда вы не закроете на некоторые моменты глаза. Если вам что-то не нравится, то это не кажется, а нужно найти дополнительную информацию. Со знаком плюс как раз эта карта проигрывается, когда мы хотим знать правду. Не приблизительно, не то, что нам транслируют, не то, что мы где-то додумали сами, а как это есть в реальной жизни. И вот это вам помогает, в этом ваша сила. Вообще это сила интеллекта, и я говорила о спонтанности, и вполне вероятно, где-то и про скорость тоже. Может быть, это вам нужно быстро собраться, отправиться куда-то, съездить в какие-то инстанции, кстати, и не отложить это на потом. Кто-то из вас может столкнуться даже с человеком, который приходит вот в ваш дом или в вашу жизнь. Имеется в виду иногда по рыцарю мечей, это даже официальные какие-то лица, ну, как вестники, да, которые нам сообщают о том, что нам нужно куда-то явиться. Вот иногда такое тоже проигрывается. Или если вы занимаете руководящий пост, иногда по этой карте проверяющий, да, и это тоже, это просто факт, понимаете, мечи. Нравится, не нравится, тут не об этом, а вот какой-то свершившийся факт. Или как весть какая-то. Но ваша-то задача именно отделить зерна от плевел. Вот эту правду понимать. Тут не добавлять в какое-то дело эмоции, мои дорогие рыбы и рыбки, а видеть беспристрастно, что происходит на самом деле. Кто или что появится неожиданно. Старший аркан – это та, которая все знает. Это карта интуиции, карта предвидения, а вы люди интуитивные. Вы можете как раз с 1 по 10 августа убедиться, что подсказки вашей собственной интуиции и души увели вас в каком-то нужном направлении. Может быть, раньше, опять же, что-то казалось, а теперь вы понимаете, нет, это не казалось, это действительно. Мне моя интуиция давала правильную какую-то, ну, как направление или правильную подсказку, как мне относиться к тому или иному вопросу, в каком направлении мне стоит двигаться, может быть, и по работе, чем заниматься. Это карта независимого человека, но независимость эта, она не исходит от того, что кому-то что-то жрица доказывает. Жрица, она хранит молчание, она вообще никому ничего не обещает. Поэтому где-то и для вас не торопитесь кому-то что-то пообещать. И если вы обдумываете что-то такое, да, увесистое на основе закона, вот как работает закон, тут точно нужно знать твердо, четко. Но пока, ну, наверное, не подписывать важные бумаги, например, по аркану жрица. Хоть это и из будущего, но нам ведь предыдущие уже где-то карты, мы с вами это рассматривали. Доверяйте своей интуиции. Вот как раз интуиция это вам и дает правильные подсказки в отношении человека или в отношении, пусть какой-то ситуации по работе или в ситуации выбора. Такое тоже может быть. Ведь по жрице всегда идут две колонны, то есть сам по себе выбор. Так вот, одна колонна всегда светлая, а другая темная. Так вот, светлое – это то, что нам транслируют, а темное – это то, что нам не рассказывают. И вот где-то, правда, она лежит по рыцарю мечей, да, она и лежит между светом и тенью. Поэтому отступить полшага назад и так вот обдумать холодно какой-то вопрос. И само по себе молчание. И даже если люди возвращаются или ситуации какие-то возвращаются, а может быть вы об этом мечтали раньше, а тут нам говорят, а это было раньше, а теперь жизнь идет вперед. И вполне вероятно, тебе не нужно заново какую-то проходить плоскость или в реку входить дважды, еще раз что-то начинать, потому что, ну, каким-то образом это не будет служить твоему прогрессу. Вот я такое допускаю. Не торопитесь кому-то сказать либо да, либо нет. Возьмите, знаете, вот нейтралитет. Буквально вам говорит аркан жрица, молчание тебе будет помогать.
в тех ситуациях, которые тебе уже были знакомы. Сфера достижений. По девятке жезлов тут мы, ну, может быть, это на достижение. Ну, у кого-то эта карта будет означать, что вы сейчас в отпуске. Почему нет? Но на планы на будущее все-таки есть смысл строить. Почему? Не будет ничто, как прежде. Или какой-то период ограничений, которые вы, возможно, сами себе поставили, или, может быть, отошли от каких-то дел. Вот тут тоже, я допускаю, вам придется что-то пересмотреть. И не потому, что вы этого очень хотите, а обстановка как-то вокруг вас вынуждает выйти вот из этого периода ограничений. И тогда эта карта говорит: искусство мелких шагов. Вам нельзя во что-то ввязаться, хочется сказать, не додумав, мои дорогие рыбы и рыбки. Просчитывать придется, потому что, во-первых, впереди перемены, об этом говорит карта, девятка. Будет что-то меняться помимо твоей воли. Имеется в виду, это что-то в пространстве. Пусть это на вашем месте труда, занятости, работы, или, может быть, в вашем бизнесе, или по учебе там тоже может быть какие-то перемены, да. Вот нам придется еще впереди это учитывать. Сейчас, что это будет, мы пока не видим, но мы и не отгораживаемся от мира. Но самое главное, девятка жезлов – это карта великой силы, великой мощи. Перед тем, как ты кому-то даешь обещание, хорошенько подумай, куда ты будешь тратить эту силу, чтобы не было какого-то дежавю и в последующем не было разочарований. Вот это на ваши достижения. Не торопитесь. В принципе, все карты об этом. Деньги, семерка мечей. Ну, вы можете прийти к выводу, что куда-то вы не хотите тратить. Эта карта может свидетельствовать о том, что, ну, это в любом случае, быть внимательным к финансам. Может быть, вы, ну, где-то, чтобы не преувеличили траты, ваши доходы. Хотя я допускаю и такой вариант, когда вы на что-то согласились, на какие-то обещания, ведь это карта вора. Ну, вот правда. И она больше всегда предупредительное значение, что ты можешь просчитаться, или тебе тут что-то наобещают, а ты будешь доверчивым. Вот тут не совсем о доверчивости, наоборот. Есть и другое значение – забрать свое. Так вот, свое-то надо не упускать, мои дорогие. Не случайно верховная жрица. Какая-то ситуация неоднозначная по части финансов. Мне очень интересно, мои дорогие рыбы и рыбки, это с чем связано? Смотрите в оба. Император. Мгм. Но вообще-то это как-то с законом. Ну, или деньги по закону, или, может быть, это какие-то важные согласования. На что вы берете обязательства, понимаете? Тут главное не взять тех обязательств, которых вы не сможете выполнить. Или не конкретному, может быть, человеку не обещаете какую-то помощь, которая вас может обесточить. Не подписывайте договоры, вполне вероятно. Я бы еще сказала, не торопитесь брать кредиты. Ведь император – это какие-то инстанции. Может быть, это и денежная история у кого-то в налоговой тоже. Вам тут надо какой-то красивый маневр совершить. Может быть, и забрать свое. Быть хитрее, вот, мои дорогие, вот это точно. Вы сейчас ресурсны. А если мы сложим, как и деньги, да, сферу финансов, как и деньги, ой, сферу достижений, извините, ведь это все тоже где-то император. Нам приходится взаимодействовать. На финансы это банковские структуры, откуда к нам приходят деньги. А работа – это, опять же, само по себе начало, каким образом мы зарабатываем. Вот здесь какой-то вам нужно порядок навести. Может быть, и определиться. Вполне вероятно, у кого-то не одна сфера деятельности, а несколько. А для вас все-таки оставить что-то одно. Я такое могу допустить. Потому что, ну, тут и уделить внимание тому, чтобы не просчитаться от усталости буквально, включившись в какую-то многозадачность, но и еще и не поддаться на эмоциях, когда вы потратите больше, чем нужно. Вы можете столкнуться с человеком, кстати, казалось бы, да, император ведь это символ власти, надежных людей. Так вот, какой-то человек, персонаж, выглядит как надежный, а рядом у нас семерка мечей. Что-то тут есть неоднозначно по части финансов. Будьте внимательны. Любовь и личная жизнь. Ну, может быть, и новое знакомство. У кого-то вполне вероятно. Может быть, это вам так хочется с места в карьер, быстрее развития отношений.
по нулевому аркану, опять же, нас возвращают, наверное, к карте по справедливости, да? Мы должны быть осмотрительные. Всегда шут на краю пропасти. С одной стороны, волшебная карта вдохновения, радости, энтузиазма и новых планов. Даже на отношения, может быть, несколько подувядшие. Вот для тех, кто в длительных союзах, то здесь обновление ваших отношений, хотя я могу допустить, что и какие-то внешние события или задачи вашей семьи, вашего союза вас так вот сближают, и вы смотрите в одном направлении. Может быть, вы и задумаетесь, если вы сейчас не один или одна, а именно в паре, о каком-то новом проекте, глобальном таком. И вдохновение, оно посетит одного и второго, и правда хочется что-то осуществить. Но и не замечтаться, это ведь тоже, понимаете, нужно. А иногда нулевой аркан говорит о путешествии. Вы будете планировать куда-то поездку. Кто-то далеко, кто-то поближе, чтобы и отдохнуть, и побыть от суеты. Один на один, такое тоже могу вполне предугадать. И 10 дней августа, первая декада, она просто волшебна для таких поездок или для таких союзов, вообще для всех. Хотя для кого-то вполне вероятно, даже в путешествие отправляясь, вы можете познакомиться и словно по судьбе. Я не утверждаю, что это для всех, но самое главное, тот, кто хочет, да, расширить диапазон своего общения, возможность в эти 10 дней определенно будет. Но вот не замечтаться, мои дорогие, вот есть какая-то реальность, понимаете? И вот так, глядя на все карты, как будто хочется абстрагироваться от этого всего, добавить приятных эмоций, окунуться в какую-то совершенно другую палитру чувств. А тем не менее, мои дорогие рыбы, ну, есть, знаете, вот как на злобу дня некоторые вопросы, которые нужно внимательно, методично, ну, вот так вот динамить, их отслеживать, как развивается, что мне по закону приходится, да, или как работает в отношении меня закон. Поэтому даже если душа просит такого, знаете, взрывного полета, то интеллект должен вас возвращать на нашу реальную плоскость, жизнь, на нашу землю, и вы все равно должны что-то просчитывать. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши волшебные комментарии. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.